Привет, YouTube! И многие знают, что я давно сижу на AliExpress, и за это время я поняла, сколько же всяких сомнительных вещей для красоты и здоровья мы там покупаем. Вот, например, вакуумный пылесос от Угрей или порошок для отбеливания зубов. Также есть аппараты для ультразвуковой чистки лица и тренажер для пресса. Ну и, конечно, многое-многое другое. И знаете, у этих товаров просто тысячи заказов и сотни отзывов. Мы покупаем эти вещи, потому что дешево и интересно, а потом без всякого страха пробуем их на себе. И знаете, я сама на все это велась и все это покупала. Вы видели все эти фотографии. И, пожалуйста, не спрашивайте сейчас зачем. Но знаете, со временем я задумалась, так ли все эти товары действенны, полезны, а главное безопасны? И я решила это узнать. Для этого я собрала целое множество экспертов. Пластического хирурга, косметолога, гинеколога, ортопеда и многих других врачей, чтобы спросить их мнение на самые популярные бьюти-товары на AliExpress. Ну а список товаров я составила на основе ваших запросов, которые вы кидали мне в бот. И, ребята, хочу сразу обозначить важный момент. То, что вы сегодня узнаете, касается не только AliExpress, но и всех тех раскрученных бьюти-товаров, которые вы видите в Instagram и других магазинах. Вот, например, кварцевый ролик на AliExpress. А вот точно такой же, но дорогущий из Instagram. Смысл один, только цена выше. И в этом ролике будет мало меня, но зато будет много экспертных мнений и полезной информации. Выйдет серия из 2 видео в общей сумме около 40 товаров. И, пожалуйста, поддержите этот ролик лайком. И скажу честно, было очень непросто собрать столько классных специалистов вместе. Все мы очень старались. И если вам понравился такой формат с экспертами, с врачами, то обязательно напишите мне об этом в комментариях, что вы хотите разобрать и кого позвать. Ну а мы тогда снимем еще. Ну а чтобы не пропустить следующую часть этого видео, не забудьте, конечно же, подписаться на канал. Вот здесь кнопочка. Ну а мы не будем затягивать и поехали! Пластырь от акне. Наклейка с действующими веществами, которые способствуют созреванию, лечению и подсушиванию воспаления на коже. Пластырь одноразовый. Наносится на воспаленный элемент на указанный в инструкции период времени. Продавец обещает, что после удаления пластыря акне исчезнут. Пластырь от акне. Я бы, честно говоря, как доктор не рекомендовала бы покупать, потому что, во-первых, в данном бьюти-препарате не написано состав. Нет четкого понимания, из чего состоит сама маска. Нет четкого понятия, как использовать и какие могут быть как осложнения после использования и какие плюсы и минусы использования данного препарата, сколько выдерживать, то есть нет четкой конкретики по использованию данной маски. Заявленным свойством там написано, что по идее он должен смягчать кожу и обладать антисептическим действием. Я сомневаюсь, что он таким образом работает, потому что если это действительно воспалительный элемент достаточно крупный, он его не уберет. Данная маска может, наоборот, навредить пациенту с акне и вызвать еще большее распространение воспаления. Проблемы с акне не лечатся средствами из интернета, они лечатся все-таки у врача. Прибор для тренировки мышц. Это беспроводной тренажер для похудения. Он крепится на проблемные зоны тела, например, пресс, бедра, ягодицы, и осуществляет вибрацию, которая, согласно обещаниям, должна способствовать сжиганию жира и увеличению объема мышц. Первый прибор, о котором хотим поговорить, это прибор для тренировки мышц пресса. Здесь сразу возникает вопрос, зачем он нужен с лечебной точки зрения. Абсолютно ни для чего он не нужен. Единственное применение косметическое, чтобы накачать красивые кубики пресса. Но, увы, и с этой задачей прибор не справится. Во-первых, потому что он воздействует определенным импульсом и не затронет все мышцы живота, которые нужно было бы протренировать. К тому же у разных людей различная жировая прослойка, и невозможно, чтобы импульс проник у всех на одинаковую глубину и одинаково эффективно всех людей протренировал. К тому же, даже если кубики будут накачаны, если у человека будет жировая прослоечка, то их просто не будет видно, а жир убирается только питанием. Трудно сказать, вреден ли этот прибор, зависит от его мощности. Чисто теоретически, если он будет достаточно мощным, то он может вызвать электрическое поражение тканей. Поэтому лучше не рисковать, тем более эффект у него сомнительный. Электрический пылесос для удаления угрей. Это аппарат для удаления черных точек и акне. Работает на поверхности кожи и за счет вакуума вытягивает комедоны с поверхности кожи. Обещает сделать кожу более гладкой и чистой. Значит, на AliExpress такой аппаратик для вакуумной чистки лица, называется пылесос от угрей. По мне веселая машинка.
Вакуумная чистка лица даже на профессиональном оборудовании используется не так часто, потому что она подходит не такому большому количеству пациентов. Я считаю очень бесполезной вещью, так как непонятно, с какой силы вакуума будет очищаться кожа. Даже если там будет минимальная сила и не сильное очищение, при движениях по коже вы также можете данной ручкой разнести какой-то воспаленный элемент. Аппараты эти маломощные. Если мощность увеличить, а более 5 атмосфер давления задать, то это может привести к тому, что поломаются сосуды и будет сосудистая сеточка на коже лица, купероз. А это неровный цвет лица, и это как бы вряд ли кому-то понравится. Данная процедура не подойдет для закрытых комедонов при большом количестве воспалительных элементов. И большой вопрос потом к тому, как его обрабатывать, вот эти насадки, да, снимаются они или нет. Эффекта очистки, то есть очистить поры таким аппаратом, вряд ли удастся. Есть аналоги профессиональные, но они также не способны очистить поры, убрать комедоны. Они больше используются для вакуумного массажа лица. Деньги, потраченные на этот товар, по моему мнению, просто, опять же, выброшены на ветер. Набор для домашнего отбеливания зубов состоит из специального геля, капы и прибора со светодиодной подсветкой. Обещает сделать зубы белоснежными после комплекса процедур. Так, вот всеми любимые капы, гели, полоски для отбеливания и так далее, это все очень вредно. Первое, потому что нам неизвестно, что находится в составе. Нет никакой научной базы, доказательств, исследований, испытаний, скажем так. Поэтому крайне не рекомендую это использовать. Вы больше себе нанесете вред, нежели пользы. Первое. Второе, я прочитал даже комментарии под этим материалом, и люди, кто использовали, говорили, даже эффекта не было. На самом деле, даже вот эта лампочка, она аналогична лампочке из-под зажигалки, фонарики, если вы раньше помните, такие были. Вы можете, наоборот, нанести вред не только зубам, но и слизистой оболочке вокруг зубов. Да, есть аналоги, они используются в стоматологии и только в стоматологии. В салонах, там где-то вот есть яйца, куда садятся, тоже там отбеливают, тоже крайне не рекомендую. Есть в стоматологии отбеливающий гель, который имеет научную базу, проведены были испытания, поэтому это безвредно при условии, что вы правильно выполняете все рекомендации доктора, и еще зависит от того, какая у вас клиническая ситуация. Корректор формы носа. Пластиковый зажим, который, согласно рекламе, может сделать нос меньше, а также скорректировать форму за счет сжатия и давления. О, это моя любимая. Я долго думал, что это вообще такое. Насколько я понял, основная цель этого изобретения – выравнивать передний край перегородки носа. Передний край перегородки носа, он хрящевой. В принципе, если его достаточно сильно сдавить и зафиксировать, он действительно на какое-то время будет ровнее. Но хрящ – это структура с определенной памятью формы. Поэтому, как только вы эту штуку из носа уберете, пройдет там полчаса-час, и все вернется на круги своя. На непрооперированном носе большого смысла этим заниматься нет. Вы только растянете себе связки, нос станет, возможно, более мобильным, может быть, даже станет длиннее. Силиконовая менструальная чаша. Средство интимной гигиены женщин. Емкость или барьер, помещаемый во влагалище для сбора менструальных выделений. Менструальная чаша – это отличное средство личной гигиены в дни менструации. Важно отметить, что использование менструальной чаши нужно согласовать с врачом, обязательно акушером-гинекологом, для того, чтобы выявить какие-либо противопоказания для его использования. Данный товар может быть не вреден и, в принципе, может быть использован. Единственное, что, когда мы говорим о изделиях медицинского назначения, они должны быть выполнены из специальных материалов, которые не несут опасности для здоровья. Данный товар, приобретенный на сайте, может не отвечать всем требованиям, которые мы предъявляем изделиям медицинского назначения. Должен быть сертификат медицинского изделия, который мы можем посмотреть или запросить у производителя. Для того, чтобы убедиться в качестве товара приобретаемого, нужно обратить внимание на несколько особенностей. Первое, товар должен быть герметично упакован, он не должен иметь резких запахов и, соответственно, не должен иметь каких-либо
каких-либо дефектов. Безусловно, проверив качество данного товара, я бы рекомендовала использовать его своим пациентам, но после консультации с врачом-акушером-гинекологом. Набор металлических петель и игл для удаления акне и комедонов. Ложка Уна, петля Видаля – косметологическое приспособление, помогающее очищать кожу от угревых высыпаний и прыщей путем механического воздействия. Используется в салонах на процедуре чистки лица. Петля Уна – это аналог профессиональной петли, которая используется также в медицине, в косметологии для травматичной, ручной чистки лица. Наша петля, которую мы используем, состоит из медицинской стали. На Алиэкспрессе не написано ничего про медицинскую сталь. Нормальная ложечка должна быть сделана из медицинской стали, иметь ровные края, никаких зазубрин. Насколько я знаю про данный товар с Алиэкспресс, про ложку или петлю Уна, они часто ненадлежащего качества, с шероховатостями на поверхности. Соответственно, это будет место, где могут оседать бактерии. Плюс она должна подвергаться обязательной обработке в медицинских центрах. Это промывание ее в мыльном растворе, потом замачивание в растворе антисептика и потом автоклавирование или обработку в сухожировом шкафу при определенных параметрах. В домашних условиях данную петлю Уна использовать нельзя, так как можно повредить кожу, занести инфекцию при неправильном очищении пор с помощью этой ложечки. И в последующем неправильные асептики, антисептики, то есть в принципе. Данную петлю Уна мы используем только в профессиональной чистке. Силиконовый гелевый сепаратор. Разделитель для пальцев ног. Это ортопедические изделия для деформированных пальцев ног. Предназначен для исправления деформации пальцев стопы, ограничения трения между ними и уменьшения боли и мозолей. Данное приспособление представляет из себя сочетание двух ортезов. Это бурсопротектор для первого пальца и межпальцевой разделитель для первого и второго пальцев. Данное изделие возможно применять, и прежде всего его нужно использовать для людей, у которых деформирован первый палец. Но с одной оговоркой: это изделие не должно приносить никакого дискомфорта при носке. Если во время использования вы испытываете комфорт, то использовать его можно практически без ограничений. Если во время использования вы чувствуете достаточно выраженный дискомфорт, то данное изделие может нанести вред. Поэтому терпеть неприятные ощущения не стоит. Следует обратиться к врачу-ортопеду. Дешевле аналогов, скорее всего, найти не получится в интернете или в продаже в свободной, тем более в ортопедических салонах. Обычно такие изделия стоят дороже. Главный вопрос: как оно будет использоваться? Дело в том, что основной минус такого изделия: оно может приносить достаточно выраженный дискомфорт. Почему? Потому что оно серийного производства и может не подходить анатомически под стопу конкретного человека. Есть альтернатива, есть индивидуальные ортезы, которые делаются конкретно под стопу. Но, конечно, они стоят дороже, но они более эффективные и более комфортные в носке. Лазерный эпилятор – это устройство для перманентного удаления волос в домашних условиях. Обещает удаление волос в области подмышек, бикини, на ногах и даже лице. Мое мнение, что данный товар, он неэффективный в домашнем применении, потому что он просто маломощный. Большие аппараты, которые стоят в профессиональных клиниках, они оснащены и системой охлаждения, именно потому что мощность, она дает очень сильный нагрев и требуется охлаждение, иначе это будет очень болезненная процедура. И это лишь маркетинговый ход, потому что лазерная эпиляция сейчас очень популярная процедура, поэтому смысла в домашних условиях — это, я считаю, выкинутые на ветер деньги. Я думаю, что в домашний уход таких аппаратов не может быть качественных. Это только профессиональные аппараты, способные на качественную лазерную эпиляцию. И даже они, считается, что 80%, если случаев волосы перестают расти, это уже отличный результат. Насчет вреда тут, конечно, можно подумать, потому что аппарат не сертифицирован, не имеет никаких исследований, поэтому я бы не рекомендовала такой аппарат использовать. Стикер, разогревающий для пупка. Имеет две функции – предотвращать заболевания и снимать боль. Состоит из мокса, лангана и перца. Шарик помещается в пупок, заклеивается пластырем. Разогревающее действие должно облегчить боли в животе и менструальные боли. Прижигатель для боли.
для пупа так и говорить. Данный товар скорее не рекомендуется для использования в обычной практике и для борьбы с какими-либо состояниями, потому что механизм действия совершенно непонятен, не указан ни в одном исследовании, ни в одной статье, поэтому эффективность его совершенно стремится к нулю. Хотя есть работы, есть статьи, которые говорят о том, что разогревающие грелки, они могут использоваться при болях внизу живота, в том числе менструальных. Вероятнее всего, данный товар не оказывает никакого вреда для организма, потому как не контактирует со внутренними органами, в том числе женскими, и является скорее бесполезным приобретением и зря потраченными средствами. Массажный пистолет. Этот массажер для расслабления мышц, который с помощью вибраций облегчает боль в мышцах и расслабляет их. Следующий прибор, который я хочу разобрать, это массажер для расслабления мышц. Он из себя представляет пистолет, который при помощи вибрации воздействует точно на определенные мышцы. Сразу хочу сказать, что массаж с точки зрения доказательной медицины не рекомендуется для расслабления мышц, ведь у нас есть куда более эффективные средства для снятия мышечной боли. Во-первых, это физическая активность, во-вторых, это обезболивающие препараты и препараты, расслабляющие мышцы. Что касается массажа, даже комплексный массаж мы, как правило, не рекомендуем людям при болях в спине, например. Хотя он тоже может быть полезен, ведь общий массаж уменьшает уровень стресса, а значит и боль у человека становится меньше. Что касается такого аппарата, который точно воздействует на мышцы, к сожалению, эффективность его не доказана. Может ли быть вреден этот аппарат? Я думаю, что в целом нет, если его применять аккуратно, не давить сильно на ткани. Все-таки при сильном воздействии можно вызвать синяки, например. Что касается того, стоит ли его покупать, если вы хотите избавиться от мышечной боли, то этот товар не должен быть у вас в приоритете, но если у вас есть какие-то лишние деньги, вы можете купить его и развлекаться с такой игрушкой. Ролик для массажа. Выполнен из кварца, подходит для массажа шеи, подбородка, щек и лба, зоны вокруг глаз, носа и губ. В описании указано, что ролик способствует улучшению кровообращения, уменьшению отечности и количеству морщин. Массажер для лица из розового кварца достаточно популярный товар для самомассажа, для того, чтобы снять лишнюю какую-то отечность, немножко простимулировать ткани. Против самомассажа я ничего не имею, можно применять, если нет противопоказаний, воспаления какие-то на коже, появление дерматологических заболеваний в острой фазе. Только нужно понимать, опять же таки, как это использовать. Механизм, соответственно, использования по лицу в виде каких-либо движений, да, для нанесения каких-либо средств массажа, либо просто нанесения крема. Как гаджет для улучшения эффекта от массажа и улучшения удовольствия, я бы, может быть, взяла бы для использования в свою клинику для проведения СПА-процедур у косметолога-эстетиста. Почему нет? Использовать можно, но если вы приобрели данный массажер и надеетесь на его волшебные свойства, такого не будет. Ортопедическая подушка для коленного сустава. Используется во время сна и отдыха. Обеспечивает поддержку и выравнивание позвоночника. Облегчает боли в спине, бедрах, ногах, коленях, а также улучшает кровообращение в обеих ногах. Данная ортопедическая подушка с эффектом памяти будет полезна для тех, у кого есть проблемы с коленным суставом, потому что она будет служить своеобразным разграничением между двумя коленными суставами или может использоваться для подкладки под колено, для придания ему более физиологического положения. Но это приспособление оценят только те, у кого есть реальные проблемы с коленным суставом, у кого он деформирован, у кого есть боли. Для здорового человека, которого ничего не беспокоит, это приспособление скорее будет лишним предметом со временем. Данное изделие навредить практически не может. Единственное, что когда его надевают на ногу, в процессе сна фиксатор может перетянуться и сдавить поверхностные вены, что окажет влияние на отток венозной крови и вызовет отек ноги. В большинстве случаев это все-таки зря потраченные деньги, потому что данное приспособление оценят только люди с выраженными болями в коленном суставе.
Таблетки со спирулиной. Пищевая добавка на основе спирулины. Сине-зеленых водорослей. В описании указано, что спирулина повышает иммунитет, способствует похудению, улучшению пищеварения и детоксикации. Давайте начнем с таблеток для антистресса, антиусталости, в состав которых входит спирулина. Немножечко коротенький экскурс по поводу любых медицинских препаратов. Вывести лекарственный препарат на рынок не так-то уж и просто. Нужно затратить огромное количество ресурсов для того, чтобы пройти все клинические испытания, апробацию и только потом запустить их в сеть. И производитель несет очень высокую степень ответственности за каждое слово, написанное в этой инструкции, и за каждый эффект, который может нанести тот или иной препарат. Касательно БАДов все обстоит проще. Они не требуют обязательной сертификации, их состав может быть до конца не установлен. Производители даже не обязывают полностью писать его состав на упаковке, и поэтому прием БАДов – это всегда русская рулетка. По сути, ничем не отличается прием БАДа с Алиэкспресс, приема странной незнакомой таблетки в подъезде у незнакомого человека из кармана. Никогда до конца вы не можете быть уверены, что входит в состав этих БАДов. Были в клинические случаи, когда в них ходили соли тяжелых металлов, ртуть, свинец, что, соответственно, в процессе накопления давало определенную клиническую симптоматику. Принимать их самостоятельно не стоит, так как мы не знаем, что в их составе, как они подействуют, и никто никаких гарантий, что это будет безопасно, вам не даст. Я считаю, что спирулина очень популярна, потому что это новый продукт, раскрученный продукт, а-ля как семена годжи, семена чиа. И сейчас большое количество людей, которые придерживаются вегетарианского плана питания, и в спирулине на 100 грамм продуктов содержится порядка 45 грамм белка. И многие думают, что этот продукт содержит большое количество белка, и, соответственно, он поможет обогатить рацион белком. Но на самом деле это не так. Много белка из спирулины вы не получите. Дозировка в день спирулины примерно 1 чайная ложка, а это 5 грамм по весу. И получается, содержится в 1 чайной ложечке порядка 2 грамм белка. Примерная норма белка 70-90 грамм. То есть вы представляете, да, а с ложечкой спирулины человек получает всего лишь 2 грамма белка, и поэтому спирулина не может являться основным источником белка для вегетарианцев и для людей, которые придерживаются сбалансированного питания. Пластырь для похудения. Крепится на пупок и сжигает жир в области живота. Продавец пишет, что пластырь является высокоэффективным способом похудения. Объединяет в себе традиционную китайскую медицину, бумагу и марлю. По поводу пластырей для сжигания жира в области живота, бедер. Дамы и господа, спешу вас огорчить, это так не работает. Для того, чтобы действительно убрать излишнюю подкожно-жировую клетчатку в области живота и бедер, нужно соблюдать как минимум 3 правила. Первое – рациональное питание. Второе – адекватная физическая нагрузка, не меньше 20 часов кардионагрузок в течение недели. Третье – адекватный сон. Засыпать не менее чем за полчаса до полуночи, спать не меньше 7 часов. Если хотя бы одна из этой тройчатки, одна позиция не будет соблюдена, ничего не получится. Наш организм сцепится в эту подкожно-жировую клетчатку, как в запас на черный день, и не отпустит его. Локально же жир сжечь снаружи невозможно. Что возможно? Возможно получить контактный дерматит на неустановленный состав данных пластырей, разочарование от того, что они практически не работают, интоксикацию из-за всасывания веществ неустановленного характера. Чтобы не попасть в ловушку таких заманчивых местных пластырей, лучше обратиться к квалифицированному специалисту, диетологу, эндокринологу. Диетолог может направить к эндокринологу, если сочтет, что причина избыточного веса кроется в гормональном дисбалансе, и заняться этим основательно. Портативный прибор для ультразвуковой чистки лица. Описание товара гласит, что ультразвуковой очиститель для лица очищает поры, устраняет морщины, отбеливает кожу, восстанавливает ее эластичность и делает гладкой и нежной. Заменяет салонную процедуру ультразвуковой чистки лица. Нам предлагают аппарат для ультразвуковой чистки лица, портативный, за 2000 рублей. Я хочу, чтобы вы понимали, что ультразвуковой скраббер с Алиэкспресс, как и другое
косметологическое оборудование для домашнего применения не имеет соответствующей сертификации, не проверена его работа на территории Российской Федерации. Соответственно, мы не можем говорить о том, оказывает оно свое действие полезное или нет. Самое главное не навредить, потому что любой скрабер имеет, конечно же, острый конец, да, то есть металлический, который можно нанести повреждение кожи и, соответственно, занести какую-либо инфекцию. Есть люди, которые хотят более выраженного эффекта, и даже есть такие косметологи, которые в условиях кабинета пытаются вот этой металлической лопаткой, которая издает ультразвуковую волну, механически удалить комедоны, удалить черные точки. Поэтому навредить тут можно, если постараться. Если эта кожа проблемная, то в данном случае этот аппарат может быть опасен, потому что ультразвук просто разнесет бактерии по лицу, он может усилить воспаление и усилить проявление акне. Если вы ожидаете от этого товара, что у вас будет легкий уход и вы будете удалять роговые клеточки, и ваш дальнейший уход будет более активным, то, в принципе, имеет смысл такой аппарат дома иметь. Если же аппарат вы от него ждете какого-то суперэффекта и волшебного действия, это что у вас очистятся поры и какие-то комедоны, то, скорее всего, не стоит его приобретать. Гигиенические прокладки для менструации многоразового использования. Выполнены из текстиля, могут быть использованы повторно после стирки. Альтернатива одноразовым прокладкам. Многоразовые прокладки текстильные существуют достаточно давно, но только сейчас начали о них говорить. Это экономически выгодно, оправданно. Единственный вопрос — это в том, из чего, из каких материалов состоит данная прокладка. Прокладки могут нанести вред при условии, что используются не натуральные материалы, что используются агрессивные красители, но, соответственно, вызвать при этом воспалительные заболевания женских половых органов. Перед использованием товара нужно убедиться в том, что нет никаких резких запахов, что прокладка не красится, соответственно, при стирке не выделяется никакое красящееся вещество. Противопоказаний к использованию многоразовых текстильных прокладок нет. Противопоказано только использование ненатуральных материалов. Стоматологический ультразвуковой скалер предназначен для снятия зубных отложений, таких как налета, камни и, как итог, отбеливания зубов. Итак, звуковой скалер для чистки зубов. Я его не рекомендую по той причине, что первое, мы не видим, какая там мощность, это раз. Два, насколько они стерильны, можно ли их стерилизовать. В описании, в инструкции этого не было. Научных исследований и баз нету у этого материала, поэтому крайне не рекомендую использовать этот скалер. Да, есть аналоги, но они используются только в стоматологии, где мы можем контролировать уровень интенсивности, мощности в зависимости от той или иной клинической ситуации у пациента. Поэтому мы регулируем. Абсолютно не стоит это покупать, лучше довериться специалисту и пойти на консультацию или на профгигиену к доктору, он вам качественно и безболезненно эту процедуру проведет. Надувной воротник для шеи. Устройство поддерживает шею, приподнимает челюсть, приводит к выравниванию позвоночника, что снимает нервное напряжение. Воротник обещает облегчить боль и спазмы в спине и плечах. Следующий аппарат — это просто топ, по поводу которого меня чаще всего спрашивают пациенты. Это надувной воротник, который должен якобы вытягивать шею. Этот воротник, к сожалению, не может быть эффективным, потому что боли в шее, они не связаны с тем, что она как-то искривилась или уменьшилась по высоте, поэтому вытяжение ее не механическое при помощи, не знаю, каких-то более грубых приборов или при помощи вот такого воротника, к сожалению, не будет работать. К тому же может быть вред, потому что если человек долго носит такой воротник, у него уменьшается количество движений в шее. Мышцы шеи ослабевают, и боли в шее становятся еще сильнее. Вообще у этого аппарата есть аналоги в официальной медицине. Это воротник Шанса, который используют при травмах шеи, но здесь очень строгие ограничения. Должна быть именно какая-то подтвержденная травма. Во-вторых, этот воротник, он не надувной, он довольно жесткий и фиксирует шею более крепко.
чем этот воротник. Я бы сама не стала использовать этот аппарат, потому что он бессмысленный и может быть даже опасен. Расслабляющая массажная подушка для шеи. Предназначена для массажа акупунктурных точек на шее за счет роликов, вибрации и нагрева. Расслабляет и убирает боли в области шеи. Данную массажную подушку я считаю, что применять однозначно стоит, потому что прорабатывает она не только поверхностные, но и более глубокие мышцы шеи, что очень важно в повседневное время для тех, кто напряженно работает, сидя, для офисных работников, для тех, кто постоянно с телефоном. Это, я считаю, что очень полезное приспособление, которое расслабит мышцы шеи к концу дня. По поводу качества массажеров, которые продаются в магазинах, в сравнении с массажером, который вы закажете на AliExpress, скорее всего, есть. Но если смотреть на соотношение цены, то, наверное, стоит попробовать и заказать с AliExpress данное изделие. И, скорее всего, оно прослужит достаточно долго, потому что механизм там несложный. Крем для осветления кожи в интимной зоне и в области подмышек. Реклама обещает отбеливание в течение нескольких дней и показывает поразительные результаты до и после. Сейчас мы говорим о креме, который отбеливает интимные зоны. Для начала поговорим, зачем отбеливать и откуда это появляется, почему вдруг интимные зоны нуждаются в такой услуге. Есть такое состояние, как черный акантоз. И это состояние является маркером определенных заболеваний. И если мы выясним основное заболевание, то мы, соответственно, сможем как-то повлиять на темные пятна в интимных зонах. Применение данного крема, который представлен, оно абсолютно бесполезно, потому что, во-первых, он не действует на причину этого состояния, и, во-вторых, он не имеет отношения к косметическим средствам, которые используются для лечения, для коррекции этого дефекта. Данный крем не оказывает никакого вредного воздействия. Единственное, что может возникнуть аллергическая реакция, но другого вреда не приносит, как и пользы. Спрей для удаления волос на теле. Уменьшает плотность и активность волос, предотвращает рост волос и защищает кожу от сухости после процедуры. В описании указано, что можно наносить не только на ноги, но и на лицо и интимные зоны. Эффект продержится 30 дней. Спрей для эпиляции можно применять, но стоит рассчитывать, что это эффект бритвы. То есть это эпиляция происходит за счет того, что разрушается, размягчается сам волосок, и он химическим образом ликвидируется. Удаление волоса происходит только на поверхности. Сам корень волоса не затрагивается. Но вот этот состав может химически навредить для кожи, и поэтому для людей, склонных к аллергическим реакциям, я бы не рекомендовала такой спрей. На рынке масс-маркет косметики очень много кремов, которые также используются для депиляции. Но все же более эффективные методики — это сахарная эпиляция, это методики, которые все-таки воздействуют на волосяной фолликул, они более длительного действия. Водорастворимая интимная гель-смазка. Следующий товар — это смазка интимная. Покупка такого товара, она весьма сомнительна, потому что состав не до конца ясен, возможно аллергическая реакция на компоненты, которые, опять же, мы до конца не знаем, это первое. Второе, если есть какие-то воспалительные заболевания женских и мужских половых органов, то есть риск того, что они обострятся или как-то ухудшится состояние. Поэтому использование этой смазки не рекомендуется. Нужно до конца знать состав для того, чтобы принять решение об использовании данного товара. Электрический массажер для глаз против старения. За счет вибрации стимулирует кровообращение в зоне вокруг глаз, устраняя темные круги, мешки и морщины. Портативный аппарат с AliExpress, электрический массажер для глаз. Он вызывает у меня улыбку. Это вибрационного действия такая аппаратик небольшой, работающий, по-моему, от мизинчиковой батарейки. Но по мне это что-то типа ультразвуковой щетки для чистки зубов. То есть похожие по свойствам, просто вибрационное действие. На этом они строят концепцию, то, что он будет помогать от отечности, темных кругов, морщинок под глазами. Это очень спорный вопрос. Есть профессиональное оборудование для работы в периорбитальной области, но оно никак не ограничивается одной вибрацией.
Рекомендовать, буду ли я или нет, если он будет ввезен и пройдет регистрацию здесь, в России, да, вполне возможно, и покажет, что клинические данные по данному аппарату хорошие, и есть доказательная база по использованию данного аппарата в положительном ключе, без повреждений и без осложнений, да, буду рекомендовать. В данном контексте именно можно ли покупать на Алиэкспрессе, вы, конечно, можете, но нести ответственность за то, что навредит, не навредит, полезен или не полезен, я, честно сказать, не могу. Мне кажется, он просто не показывает никаких выраженных свойств лечебных, но при определенных проблемах в области лица, в периорбитальной области, я бы его применять не стала. То есть, если у вас выражены отечность и мешки под глазами, то данный аппарат может даже их усилить. На мой взгляд, вот этот аппарат и еще светодиодная маска для лица – это самые бесполезно потраченные деньги. Ну что ж, ребята, на этом сегодня все. Это был последний товар в этом видео. Но, подождите, в следующем выпуске мы разберем такие товары, как, например, светодиодная маска, маска для очищения пор, фотоэпилятор и многое другое. Сегодня мы разобрали лишь малую часть популярных девайсов на Алиэкспресс, о пользе которых стоит задуматься. Некоторые безобидные, другие абсолютно бесполезные, а третьи могут нанести вред. Тем не менее, решайте сами, покупать эти товары или же нет. Но прежде чем попробовать что-то новое, обязательно изучите инструкции, изучите составы, свойства товаров, прочитайте о противопоказаниях, чтобы полностью обезопасить себя от неприятных последствий. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!